Салют! В сегодняшнем видео более детально поговорю о новом звере Гаргулья. У нас началась рулетка, да, где можно его получить. Вот я сегодня смог получить. Ну, прокачивать сильнее не буду, потихоньку буду качать, так как сразу прокачать это дорого. У меня есть еще недокачанные звери другие, да, потихоньку когда-нибудь качну. Очень интересный, да. Очень узкоспециализированные навыки у него, в принципе, рассчитаны под фракцию, именно одну фракцию стихии, да, он дает самый большой бонус фракции стихии. То есть всем он дает ауру в начале боя, все солдаты ауры стихии на 3 хода получают иммунитет к навыкам героя, соответственно, да. И вот немножко непонятно в описании, если это союзные солдаты фракции стихии, ну, имеется, я так понимаю, что это все солдаты фракции стихии, как-то так немножко неправильно переведено, они еще получают бонус к урону, да, то есть минус, снижается урон на 13%. То есть впоследствии, да, если прокачать полностью максимально, на 100% будет меньше урона получать. Ну и как бы ходы, да, на 3 хода, ну в конечном итоге на 8 ходов. Соответственно, это на весь бой. Довольно-таки хорошее снижение, да, то есть если у нас там сейчас многие используют лисы, которые дают плюс 150 урона, это довольно-таки очень сильно изменило, то это, здесь будут получать на 100% урон. Но опять же, довольно-таки дорого покачать и долго, да, простому игроку вкачать зверя, потом прокачать полностью ему первый навык с кристаллами души новыми, да, то есть там очень много нужно. Опять же, да, то есть то, что они появятся у топовых, топовых прокачают, будут использовать, это никак не повлияет на простых игроков, да, то есть это, никаких изменений не будет. Вас топы как били, и меня в том числе, так и будут дальше бить, да, то есть с этим зверем, без этого зверя ничего не поменяется. Это у них там между собой будут такие вот баталии, да, может там где-то что-то будет, изменения. А простые игроки, да, которые там качают через полгода, через пару-тройку месяцев, в зависимости от уровня доната, и будут сражаться друг с другом, да, то есть там уже будут решать другие моменты, да, но, опять же, здесь узкоспециализированный зверь, да, соответственно, под магических героев, и где нужно будет максимально вставить сборку, да, под эту. Я сейчас вот пару боев провел, пытался посмотреть, пошел, убился, чтобы можно было посмотреть, как это работает. Вот, таланты. Здесь у него отдельная ветка талантов страж, да, которая снижает получаемый урон при полной прокачке, по-моему, на 8%. На 5, когда качаете, минус 8% становится, да, то есть здесь есть защищать ветка и магический, да, то есть узко специализирована на магов. Таких оборонные, то есть это кровавый маг должен зайти ему, да, то есть вот, думаю, появится кровавый маг именно с этим зверем, со сборкой, сейчас как вот в этом бою, приблизительно вот, только наоборот будет, да, так как сейчас кровавого мага всего один представитель фракции стихии, а если сборка будет как вот у меня сейчас стоит, да, здесь будет 3 представителя стихии. Плюс вдова, она и так танк очень хороший, да, соответственно, плюс она будет получать бонусы от талантов, да, которые там, мы видели, защитная ветка и ветка, которая именно у зверя, там тоже и жизни, и защиты, и снижение урона, да, то есть помогать будет выживать. Джин главное дать бонус урона. Вот, опять же, машину можно будет другую поставить, какую-то более защитную, там дерево, к примеру, да, которое будет тоже снижать получаемый урон. И с такой сборкой кровавого мага будет трудно побить, да, то есть и он будет ультой ультовать. Опять же, если не встретите такого же кровавого мага, да, и соответственно, у них ульта будет практически не действовать. И уже будут решать другие факторы. Будет интересно, кстати, посмотреть, что будет. Вот. В самом начале дает ауру, да, он запускает, можно посмотреть. То есть вот в логах Сын Марии, падшая вдова, вот активирует. Сам этот активирует. Это получает вдова, джин. Где у нас? Гарпия. Вот Гарпия активирует эффект ауры. Вот в самом начале такой щит был.
И получается, оно не пишет, ну, нужно будет посмотреть сейчас к началу второго хода, он не пишет там иммунитет, да, то есть как сопротивление, да, то есть сопротивление уже потеряя, если будет кто-то играть через этого зверя, через гарпию, да, то есть талант сопротивления у героя уже отойдет на второй план, можно будет его убрать и, соответственно, поставить какой-то другой защитный или атакующий талант. Вот. Так, сейчас надо скорость понизить. Вот видите? А нет, сейчас попозже сейчас он ударит. Сейчас подождем. Вот он ударил, да, был только что удар только по падшей вдове, да, то есть на водном элементале никаких отображений не было произведено, да, просто потому что у него иммунитет, и, соответственно, он просто по нему не бьет. То есть там никаких, ну, как бы, других, ну, не видно отображений, да, то есть, соответственно, просто по ним ничего не происходит, да, удара. И вот чуть дальше это будет хорошо видно. Он сейчас играет, просто махнет руками кровавый мах, и никакого отображения визуального не произойдет. Чуть попозже это будет. Вот сейчас он будет в лампе. Вот, он произошел, но ничего ни у кого не забрал. И, соответственно, просто добьют так. Вот. Поэтому зверь интересный. Что я могу сказать? Ну, кто есть возможность прокачать, стоит прокачать. И для этого самого, как его зовут? Для здесь у нас вот прогресса, да, чтобы получить его. Как это называется? Для коллекции прокачать можно. И можно прокачать просто, чтобы получить бонус. Бонус от зверя, да, на 5 уровне можно получить этот бонус. Да, многие говорят, что нужно качать там до 6. Я вот докачиваю до 5 уровня. Да, вот как здесь. Таланты. И добавляю камнями и получаю бонус. То есть не надо качать. То есть для того, чтобы получить этот бонус, можно до 5 уровня поднять, добавить, ставить камни и получить бонус. Вот это будет гораздо, на мой взгляд, дешевле, чем каждый поднимать до 6 уровня. Но тут уже каждый для себя решает. Зверь интересный, посмотрим, как им будут топы использовать. Думаю, скоро появится, и мы сможем оценить. На этом все. Всем спасибо.